Вот знаете, что это такое? Это стик. Это TV-стик GD1 от Decolor. Или Decolor, как они правильно называются. Я уже делал на него обзор. Но он сейчас более чем актуален в 2026 году, потому что он получил адаптивный HDR, и все это на базе Android TV 14. Да, он был на 11-м андроиде, когда я делал обзорчик, а сейчас он на базе Android TV 14. И с этим обновлением он стал только лучше, потому что у него есть Dolby True HD звук, он все так же поддерживает внешние хабы для того, чтобы подключить к нему SSD-диск, например, и смотреть полностью вашу библиотеку контента, и достаточно быстро работает и очень-очень стабильно. Поэтому, и, кстати, цену еще до сих пор он держит нормально. Поэтому на канале Технозон обзор обновления и вообще вынесение вердикта, стоит его покупать или нет в 2026 году. Подписываемся, и ссылки в описании под видео. Поехали. Технозон. Вообще, вот он как раз мой обзорчик. Видите, он был с сертификацией. Сертификация Netflix, сертификация Dolby Audio. Но вот я не знал, что тут появился Dolby True HD. Вот это прям классно. Ссылка на оригинальный обзор в описании под видео. И здесь у нас уже появляется он на AliExpress. Он стоит сейчас $52. Это, поверьте, на фоне остальных повышений цен, это просто нереальное вообще какое-то повышение. В Украине с промокодом Технозон на нашем фирменном сайте technozon.com.ua вы можете его купить по нормальной классной цене, то есть это не окончательная цена. Еще получить в подарок Nexon максимальный 6 месяцев и Sweet TV тариф L 6 месяцев, и будет вам, вот скажем так, еще и украинские сервисы в нагрузку. А теперь дальше. Что же нам заявляют по характеристикам? Вернее, по характеристикам я и так могу рассказать. Но здесь iMlogic S905Y4, Mali G31 GPU 2/16. Это стандартная формула памяти для сертификатов. Это полный сертификат. С поддержкой HDR, HDR10+, HLG. У нас есть Chromecast, конечно же. И вот, в принципе, все то, что они заявляют. Еще и пульт, кстати, с инфракрасной опцией. Вот она, пожалуйста. Вот он такой, с инфракрасной опцией, которой можно управлять дополнительно вашим телевизором. С поддержкой AV1 кодека. И это вот просто стик, который ты вставил, и он работает. Вот вставил и работает. Я, честно говоря, удивлен был вот обновлением. Сколько времени прошло, они миновали Android TV 12, 13 не было, и потом раз, выкатили 14. Супер. Ладно, пошли потестируем немножко саму по себе обнову. Та-дам! Это Android TV. Это не Google TV. Пожалуйста, переключается. Мы можем с вами удалять каналы, перемещать каналы. Там, это прям вот хорошо. Смотрите. Вот прям отлично работает. При этом вы можете сюда добавлять своих, смотрите, например, там кодек инфо. Мы можем сюда включить там коди. И будет вообще вам очень даже неплохо. Начнем с Netflix. Ну вот я включил Netflix, вот давайте включим любой фильм, но вы сейчас видите вставочку, автофреймрейт в Netflix работает, обязательно на этом акцентируем внимание. Вы видите вставку, что 5.1 звук, HDR и 4К он поддержит в рамках своей сертификации. То есть, если мы включим проигрывание, он будет полностью поддерживаться этим самым стиком. А также и ютубчик. Проверяем также голосовой поиск, канал Технозон. Вот, пожалуйста, голосовой поиск внутри приложения работает, все как бы отлично. И, конечно же, проверяем Google Chromecast, насколько он актуально сейчас поддерживает этот... О, GD1, слушайте, стандарт транслирования. О, работает, смотрите. Все достаточно быстро, живо и хорошо. Давайте включим нашу дикую реку. Наша дикая река очень даже неплохо заработала. Сейчас мы поставим статистику для сисадминов, включим качество 4К. Перезапустим его. Вот, перезапускаем. И смотрим. Но он сейчас выровняет, когда протестирует скорость сети, выровняет до 4К. И у нас все отлично воспроизводится. На вставочке вы видите 4К AV1 кодек. Вот он, пожалуйста, переключился на 4К. И все вообще отлично работает. Хорошо, без дропов, без ничего. Супер. Ну и еще, если у вас вдруг начнет тормозить 4К на данном стике в стандартном YouTube, советуем использовать сторонние YouTube клиенты. Там уж это точно работает без проблем. По кодек инфо сразу будем проверять стандарты и все остальное. У нас есть поддержка по звуку. Меня аппаратное декодирование интересует. DTS HD, да ладно. Слушайте, ну вот смотрите, по звуку вы сейчас видите вставку и Dolby True HD,
и Dolby Digital Plus, и DTS HD Master Audio. При этом это все в аппаратном декодировании. По видео, а ну смотрим, AV01 кодек есть хорошо, AVC 265 есть кодек. И что у нас тут еще? VC1, VMV2, VP9. Хорошо. Также есть Widevine L1. Смотрим. Widevine L1 максимальный. Хорошо. И есть Apple FairPlay Unofficial ClearK DRM. Слушайте, ну вопрос-то в чем? Ну, например, если бы мы через кодек проигрывали, при использовании, допустим, того же самого какого-то внешнего переходника, он их поддерживает под Android 14, то вот вы сейчас видите вставку, как я его замонтировал, да, SSD подключили, то у нас воспроизводит он и HDR, допустим, там вот LG New York 4K, то есть высокобитрейтные фильмы, пожалуйста, смотрите с внешнего устройства без каких-либо проблем. И воспроизводит все остальные форматы. То есть я ограничений у данного стика по каким-либо стриминговым сервисам, по какому-либо воспроизведению контента вообще не вижу. Также и в OTT-сервисах у нас вот есть, допустим, Megogo. Давайте, смотрите, все отлично работает. Мы можем переключать каналы. Все очень быстро происходит. Смотрите. А все потому, что у нас, опять же, есть DRM L1, и все, допустим, наши украинские стриминговые сервисы будут работать отлично. Если вы, кстати, не знаете, где в Украине пополнить стриминговые сервисы очень-очень дешево, официально, то tvtechnozone.com.ua, пожалуйста, переходите, там все это официально можно сделать. Ну и аппаратная платформа этого всего стика у нас, это SDMC производитель, IMLogic 2/16, центральный процессор Cortex A35 энергоэффективный, это значит, что его можно запитать, например, от USB 5 вольт 1 ампер, 2 ГГц процессор. За видеоускорение Mali G31 отвечает. И сеть у нас, видите, Connect 866. Сейчас проверим именно через спид-тест. Температуры доступа, конечно же, нет, но кодеки мы с вами уже видели. Давайте запустим с вами спид-тест. Наша цель сейчас с вами проверить именно работоспособность после обновлений. Стоит ли его покупать, вынести вот такой вот вердикт. Я вам сразу говорю, стоит. Стик получился очень неплохой. С адаптивным HDR. Сейчас покажу вам опцию. Пробуем 5-гигагерцовый Wi-Fi. Хочу проверить, на что он максимально способен. При 5-гигагерцовом подключении 2.4 мы уже не тестируем. Это бесполезная затея. Устаревший стандарт. Смотри, сколько? 500 мегабит. 500 мегабит на загрузку. Стик. GD1. Роутер стоит в соседней комнате в дальнем углу. Вау. 500 мегабит на загрузку. И на выгрузку у нас будет 188. Слушайте, 500 на загрузку, 188 на выгрузку. Я в шоке. Ну и вообще для данного стика я советую использовать, конечно же, сторонние YouTube клиенты, если вы понимаете, о чем я говорю. Потому что, несмотря на там 500 мегабит скорости, иногда оригинальный YouTube клиент просто-напросто чуть-чуть гоняет или гонит. Ждем обновления от самого Гугла для обновления клиента YouTube. Ну а в целом работает неплохо. Ладно, ребят, я думаю, что еще вот в настроечках мы что-то с вами глянем. Что-то там изменилось, либо нет. Так, до 4К 60 поддерживает. HDMI цик работает. У нас есть адаптивный HDR, то есть раньше он был постоянный. Есть автофреймрейт, это очень хорошо. Расширенные настройки экрана. У нас предпочтительный формат динамического диапазона. Также у нас тут есть настройки объемного звука. Микрофон, камера, ничего тут интересного. А вот есть настройки кнопок на пульте дистанционного управления. То есть вы можете добавить устройство, выбрать, допустим, телевизор, саундбар, либо AV-ресивер и использовать ваш пульт для дополнительного управления какими-то, допустим, опциями вашего телевизора. Смотрите, LG, мы можем регулировать громкость, питание, источник сигнала. То есть это все тоже поддерживается. Слушайте, ну я сразу делаю выводы, что TV-бокс действительно достойный. При том, что цена его сейчас актуально низкая. Ну, это реально по факту. И, пожалуйста, в описании под видео ссылки. Мы рекомендуем. Android TV 14 прям порадовал. Используем, радуемся и покупаем, конечно же. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.